Мы живем в современном мире, где, казалось бы, ответ на любой вопрос можно найти во всемирной паутине, а с уровнем развития науки и техники разгадать любую тайну. Но мир то и дело подкидывает ученым новую головную боль и пищу для размышлений. От древних механизмов до гробниц императоров эти артефакты таят в себе необъяснимые до сих пор загадки. Антикитерский механизм. Антикитерский механизм или древнегреческий компьютер нашли среди обломков корабля на морском дне в 1900 году. Предполагается, что с его помощью следили за движением Солнца, Луны и планет. То, что вещица датирована примерно 100 годом до нашей эры, будоражит ученых еще больше, тогда люди еще не изобретали столь сложные механизмы. Меридитский камень. Этот камень строители в 1872 году во время земляных работ в городке Мередит, США, на берегу озера Уиннипесоки. Кварцитовая находка, скорее всего, принадлежала коренным американцам, но ее истинное происхождение и время изготовления так и не установлены. Руины Атлет-Ям. Неолитическое поселение Атлет-Ям, погруженное под воду, нашли в 1984 году у берегов Израиля. Большинство строений Атлет-Яма отлично сохранились, а в некоторых из них обнаружили человеческие скелеты. Позже ученые выяснили, что местные жители умерли от туберкулеза. Но как деревня оказалась под водой? Есть версия, что это случилось после мощнейшего цунами от обрушения вулкана Этна. Крысиные короли. Крысиные короли – это несколько крыс со святыми между собой хвостами. Таких жутких существ действительно находили, и они вызывали множество споров. Одни эксперты утверждали, что это всего лишь чья-то шутка, другие находили явлению объяснение. Крысы могли сплетать хвосты в холодную погоду, чтобы согреться, а хвосты склеивались из-за липких выделений. Убадийская ящерица. Статуэтка в виде человека-ящерицы принадлежит убадийской культуре, жившей в доисторической Месопотамии примерно в 4000 грамм до нашей эры. Все вопросы сосредоточены на том, что именно изображают эти статуи. Кто-то предположил, что это изображение божественного существа. Ученые опровергли эту версию, так как статуэтки весомо отличаются от остальных ритуальных артефактов, найденных в тех местах. Гробница первого китайского императора. В 1974 году гробницу первого императора династии Цинь обнаружили простые фермеры. Здесь же была найдена знаменитая терракотовая армия. По ряду причин археологи отказываются раскапывать захоронение императора. Китайцы считают, что современная наука недостаточно развита для исследования и сохранения ценного содержимого гробницы. Это также опасно для жизни. Пробы почвы показали, что внутри гробницы течет река из ртути. Список царей Шумера. Список был обнаружен исследователем Германом Хилпрехтом в 1900-х. Историки ломают головы над тем, почему в клинописную таблицу включили и реально существовавших царей Шумера, и мифических. Это навело многих на мысли, что вымышленные божества все-таки существовали и обладали сверхъестественными способностями. Меч Ульфберта. Между 800 и 1000 нулевым годом. В Северной Европе обнаружили 170 мечей викингов с одинаковой надписью «Улфберг». Несмотря на возраст, артефакты были выполнены аккуратно и мастерски. Внимание археологов привлекла чистота металла, из которого были сделаны мечи. Такого результата нельзя было добиться до промышленной революции. Туринская плащаница. На 4-метровом льняном полотне, которое нашли в итальянском Турине, четко просматривались очертания человеческого тела. Археологи определили, что этого человека распяли на кресте, от чего последовала версия, что это был Иисус Христос. Позже выяснилось, что плащаница датируется 1260-ми годами. И никакого отношения к Иисусу не имеет. Многие до сих пор верят в святость этой находки. Скелет Атакамы. В 2003 году в чилийской пустыне Атакама археологи наткнулись на сверток с 15-сантиметровым скелетом. Многие приняли скелет по прозвищу Ата за останки инопланетянина, но анализы ДНК не показали ничего сверхъестественного, это был скелет человека. По популярным теориям, в сверток завернули останки карлика или плохо мумифицированное детское тело. Гигантский кодекс. Кодекс Гигас или Библию дьявола нашли на территории современной Чехии. Историки не знают, кто автор огромной 75-килограммовой книги, как долго она составлялась и почему посвящена самому сатане. Лондонский молот. Возраст лондонского молота, найденного в 1938 году, больше 100 тысяч лет. По данным историков, его изготовили задолго до того, как люди начали использовать молоты. Скептически настроенные исследователи считают, что находки не более 700 лет, и молот просто сделан из старинных материалов. Догу. Маленькие фигурки догу обычно находили в старинных японских могилах в период культуры Джомон. Их считают самыми ранними примерами гончарного искусства. Ученым не ясно, как и зачем люди периода Дзомана использовали эти фигурки.
Существовала версия, что японцы лепили их после впечатлений от встречи с инопланетянами. Манускрипт Войнича. Находить рукописи – привычное дело для археологов. Но рукопись Войнича, названная в честь купившего ее в 1912 году антиквара, оказалась самой необъяснимой находкой. 500-летняя рукопись на 272 страницах написана на неизвестном языке неизвестным автором. Ронга-Ронга. Таблички Ронга-Ронга с острова Пасхи, как и манускрипт Войнича, ученым не удалось расшифровать. Перевод надписей на этих дощечках, как верят многие, откроет тайну исчезновения целой цивилизации. Артефакты Кимбе. Золотые статуи размером от 5 до 7,5 см нашли в Колумбии в 301 тысяча веках. Неизвестно, что именно они изображают – животных или летательные аппараты, изобретенные задолго до появления первых самолетов, волгоградские диски. Уфологи обнаружили 6 каменных дисков на Медведицкой гряде в Волгоградской области. Большая часть каждого диска состоит из вольфрама, диаметр самого большого – 4 метра. Странная форма сразу навела уфологов на мысли, что перед ними окаменелые космические корабли. Другая версия – диски появились в результате естественной эрозии. Римские додекаэдры. Уникальные римские додекаэдры датируются 2 или 3 векам нашей эры. Артефакты неизвестного происхождения и предназначения находили в разное время по всей Европе. Карта Пири-Риса. Карта Пири-Риса – одна из первых старинных карт, показавших обе Америки. Карту нарисовали турки примерно в 1513 году. Уникальность находки в том, что на ней изображены детали, касающиеся Америки, о которых в начале XVI века фактически не знал никто. Саксоюамон. Саксоюамон – огромная каменная стена, построенная инками. Некоторые камни весят больше 200 тонн. Отсюда у археологов появились вопросы, с помощью чего строители доставляли и поднимали такие гигантские камни. Пещеры Лунью. Двухтысячелетние гроты Лунью – одна из самых загадочных находок, сделанных в Китае. В 1992 году их обнаружил житель местной деревни, и с тех пор здесь нашли 36 гротов общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Отдельные помещения с мостиками и бассейнами напоминают настоящие хоромы. Кто и с какой целью их построил, остается загадкой. В письменных источниках нет ни одного упоминания о строительстве такого объекта. Лапа Моа. В 1986 году эту огромную лапу нашла команда исследователей, изучавшая пещеры горы Оуэн в Новой Зеландии. Находку приняли за останки динозавра, но на самом деле оказалось, что лапа принадлежит птице Моа, обитавшей на территории современной Новой Зеландии. Птица вымерла 3000 лет тому назад, как ее лапа смогла сохраниться настолько хорошо. Врата Солнца. Врата Солнца, что находятся неподалеку от озера Титикака в Боливии, представляют собой большую каменную арку. По версии археологов, врата были частью большого города еще в первом веке нашей эры. Самое загадочное в находке – рисунки на арке, которые никто не может расшифровать. Они могут содержать ценные познания в области астрономии. Туннели каменного века. Огромнейшую сеть подземных ходов нашли в нескольких частях Европы. По оценкам археологов, систему вырыли в эпоху неолита, 12 000 лет назад. Главной загадкой остается для чего люди создали такую сложную систему туннелей. Есть версии, что их построили для защиты от хищников, или же в качестве убежища от природных катаклизмов или войны. Подземный город Деренкую. Случайно обнаруженный семьей в 1963 году в районе Каппадоки, Турция, подземный город Деренкую с тех пор терзает умы исследователей. Гигантский лабиринт имеет 11 уровней, которые спускаются примерно на 85,3 метра под землю. Авторы и время создания этого архитектурного шедевра остаются неизвестными. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.